Да, это совсем не то направление. Это в обратную сторону, я бы даже сказал. Понял? И не сюда. Потеря, потеря. Конечно, потеря, потеря. Ты попробуй в лесу без туалета. Это невозможно. Может быть, еще и лопухом пользоваться? Кто я, по-вашему? Дикарь? Да ёкарный бабай, в какую сторону? А, хотя правильно. По идее, правильно. Я же уже расчищал здесь. Почему опять осталось? Или здесь отрастает все сзади, не нужно заново расчищать. Дерево может быть неприятно, если ты намекаешь на справление нужды на него. Представляешь, ты вот растешь себе, стоишь, а вдруг кто-то подходит, достает свой отросток, поливает тебя солью практически, концентрированной. Ничего хорошего. Пещера, по-моему, с той стороны была. Я пришел в итоге не туда, куда хотел, но более-менее близко. Здесь была какая-то развилка. Одна дорога вела влево, а вторая как раз в пещеру. Вот в эту. Да, оттуда к оборванным проводам. What the hell? Jesus, this is a big cave. Использовать пуласки. Что такое пуласки, кто знает? Такое ощущение, что пуласки это второе название топора. С этим переводом явно что-то не так. Уже не первый раз, когда я замечаю серьезные косяки. Ух, мама дорогая. Мне бы кирку сюда. Ух, я накопал бы. Freezing in here. На МЕХу-то. Пуласки это пожарный топор, правда что ли? Вот я балда, значит. Перевод-то правильный. Надо будет проверить потом.
А здесь сейчас, как в Индиане Джонс, у кого-нибудь сердце вырезают. Сектанты проклятые. И мы на вагонетках будем отсюда уезжать. Это было в разных сериях. В разных фильмах, точнее. Hey, are you there? Yeah, what is it? What did you find? Nothing yet, because someone tried to trap me in there. You saw someone? No, someone slammed the gate behind me and then ran away. I found another way out, but if I hadn't, Jesus! So you didn't find anything? No, there's a spot where someone had sunk an anchor, but the hardware's gone now. I don't have any climbing equipment. I just have my ropes. I'm gonna hike back to Two Forks and see if I can find anything that could double as an anchor to use in the spot. Well, that doesn't sound dangerous. Delilah, I just found an outcropping that someone was using as a little fort. I think it was Brian Gudwin. Really? Yeah, he built himself a real castle. He was in the middle of really sprucing up the joint when they left. Да, у него тут флаги, гербы. Что-то жутко есть, я приглядел. Надо было в дырень там заглянуть в самом начале, наверняка там что-то было. Ну, что поделать. Hey, remember that pack I found? Back on your second day? Yeah. I found a plan Brian drew about how he was going to get it back. Oh, I'm sure it was quite elaborate. It's some... Wile E. Coyote stuff, I'll tell you that much. Обстоятельно он подходил к делу. Помните веревки, которые они ходили? Это вот как раз паренек-то думал, как забрать свой рюкзак. Но почему-то не хотел спускаться. Brian was doing a science fair project about bouncing radio waves off of a meteor shower. Poor kid left his homework? Yeah. He must have been pretty smart, huh? Yeah, sharper than a lot of the grown-up knuckleheads I'm used to, yeah. По идее, можно вернуться посмотреть. Yeah, but not smarter than yours truly, right? Wait, are you seriously feeling threatened by the intelligence of a 12-year-old you've never even met? I'm just saying I'm pretty, with it. I'm a pretty bright bulb. Yeah, Henry, you're a regular Rhodes Scholar. Nice. Съедим его домашнюю работу. Сюда пропадать. А назад я уже, похоже, не вернусь, да? Все не так просто. Посмотреть-то на мальчугана. Кстати, столбы-то здесь стоят. Видимо, это недалеко от того места, где рюкзак я его нашел. Не туда, да я понять не могу, откуда я вылез. Я точно вышел вот отсюда? Как голем, рожденный горой. Ну, как-то здесь все выглядит так, как будто и... Может, засыпало за мной? Я даже не уловил этот момент. Может быть, отсюда? Что не похоже. Ну, видимо, дороги назад нет, к сожалению. Возможно, по второму кругу можно пробежать через эту пещеру, хотя там кто-то дверь захлопнул. Сончик, здравствуй, кстати. Вернись в то место, где были журналы и что-то такого. Схему, наверное, тоже съедим, это я уже видел. Правда, она может пригодиться. Лак можно съесть еще на всякий случай. Нельзя.
Что у нас здесь? Записка рейнджеру. Меня зовут Брайан Гудвин. Если вы найдете эту записку, она приложена к набору крюков для скалолазания. Не могли бы вы оказать мне услугу? Отправьте мне их, пожалуйста. Брайану Гудвину по почте. Мой адрес 55 Форкстрот, Лейн, Нордплат, Небраска, 69101. Если вы скажете мне свое имя, адрес, я пришлю вам вознаграждение. Вы, наверное, думаете, почему я их тут оставил? Ну, они моего папы, и я не хотел, чтобы он их потерял. Но я больше не хочу лазить по скалам, поэтому я решил притвориться, что потерял их. Но если вы мне их вернете, все будут довольны. Спасибо за уделенное время. Спасибо вам большое, рейнджер Брайан. Привет, Лайтсенд. В чем смысл игры, зачем ГГ есть бумагу? Ну, смысл этой игры такой же, как и во всех остальных играх. Это получать от нее удовольствие. От истории, от оформления, чего угодно. Просто от сопричастности к происходящему. А зачем ест бумагу? Ну, наверное, дефицит целлюлозы, я не знаю. Говорят, такое в детстве бывает, но, видимо, у него не прошло. There's a busted old toy out here, some sort of electronic game. Yeah? I like Pong. Everybody likes Pong. It's a little weird that he'd just leave so much of his stuff out here. Well, maybe they were in a hurry when they left. Like I said, he wasn't supposed to be out here. Yeah. They almost got busted. Brian liked to go out on the railing of the tower and wave at the planes that dumped water on fires, and I got a call because someone thought a kid was up in Two Forks. I lied and just said it was Ned. If I ratted him out, they would have been forced to leave, and I don't know, I guess I just felt like I was saving him from whatever shitty life Ned was going to bring him back to. Not that it ended up mattering. Нет, давайте без спойлеров, да? Я вроде не совсем глупый, догадаюсь, что делать дальше. Да ёлы-палы, ноги вязнут в чем-то в досках. Типа, я не буду спойлерить, но, пожалуйста, обрати на меня внимание, смотри, как я заспойлерил. Ахаха, какой я молодец, я ушел, да? Ну, как-то глупо это все. Программа любительского радиоприемника. There's also a postcard here from Brian to, I guess, his neighbor. What's it say? That he's with his dad and sorry he can't mow his lawn this summer. Oh, gosh. And also he was worried his dad didn't know when school started. I'd say that's a lucky break if I were him. Yeah, that doesn't surprise me. Ned didn't really seem like a, with it dad. Так, ну что, давайте дальше. Зачем он спойлерит? Ну, потому что дефицит мозга в организме такое тоже бывает. Тоже у детей, и говорят, с возрастом проходит, хотя у некоторых нет. Схема радиоприемника, а нельзя мне ее как-то показать? Тоже съедим. Знание физики +1. Открытка. Дорогой мистер Саклер, я с папой в Лендере, Вайоминг. Тут довольно клево. Папа рабочий, вместе под названием ущелья Сингс.
Большая часть Вайоминга похожа на Небраску, только тут горы и леса. Простите, что не могу стричь ваш газон этим летом, но надеюсь, что вы нашли вместо меня хорошего человека. Можете написать мне в ответ и сказать папе, когда у меня начнутся занятия в школе, а то я не уверен, что он знает. Ваш друг и сосед, Брайан Гудвин. Исключительно вежливый паренек. Тоже съедим? А здесь у нас что? Лист волшебников и Виверн. Ну, это, видимо, какая-то настольная игра или еще что-то типа того. Игрок Брайан, персонаж Гладиус Сильва. Мировоззрение хаотичное, добро, раса полуэльф, класс следопыт, уровень 4. Пол мужской, возраст 29 лет, рост 177 сантиметров, вес 61 килограмм. Внешность грубая. Волосы черные, глаза зеленые, голубые. Клан Орудина. Короче, ролевик. Тоже съедим. Не оставляем никаких следов. Ух ты, динозавр. Мистер Рекс, оставляем вас на страже этой крепости. Блин, поставить его можно. Ну, в общем, ладно, все. Все нашли. Все нашли. Это что такое? Старая подушка. Сидушка. He made the place pretty comfy too. That's an achievement. Yeah, at the expense of what are probably stolen pillows. That little shit. Где-то должен быть волшебный столбик. Ах, вот оно как работает. What do you think is in there? I don't know, really. I mean, we gotta find out. What do you think? Whatever it is, they don't want you telling anyone about. I mean, they closed the door when they could have just... Bashed your head in with a rock or chopped you up with a... Are you serious with this shit right now? a hatchet. God, are you sure you want to go back in there? Yeah, especially now that I'm thinking about all the fun ways to be killed. I'm sorry. Look, at least whoever locked you in doesn't know you've gotten out. Hopefully you find whatever they're hiding in there, and it'll be worth the risk. И мы возвращаемся в пещеру. А где я нахожусь? И в какую сторону я двигаюсь? Все, я понял. Those girls turned up. Looks like you didn't kill them. Nobody did. They took some farmer's tractor for a joyride down in Riverton and landed in jail. Я себе представляю, как они голышом укатили на тракторе в закат. I wonder if they know anything. If there's some way to ask them about whatever happened at their camp. I think we'd be smart to let sleeping dogs lie. You're probably right. Я запутался. Где я? Здесь я был. А, все. Пещера сама нашла меня. Сейчас не подойдет ключ, да? Хотя как бы он не подошел, там же личинку так быстро не поменять. Хотя, если иметь с собой запасную... Вот, наверное, зачем крюки были нужны, да? Чтобы спуститься в эту яму.
Ну, игра твоя интригует. Конечно, если здесь нету разнообразных способов ее закончить, то интерес может быть минимален, но в целом вроде как разные концовки здесь предусмотрены, и вполне возможно, мой путь может вывести не туда. Куда выводил вас? Однако здесь глубоко. Я бы вот, наверное, ни за что не полез в эти пещеры. Я как представлю, что надо мной там тонны и тонны породы, а я как червь лезу по узким расселенным. Да ну нафиг. Получается, что нельзя было его пропустить. Так что кто-то там ошибся. Are you... Oh, God. You're Brian Goodwin. God. You fell. Your stuff gave out. Oh, you poor fucking kid. Да, давненько он тут лежит. Конец. Ты можешь влиять только текст, это не влияет на сюжет, понятно. Да, бедолага разбился. Улететь тут было неприятно, конечно. Пошли на выход. Так вот, нельзя было пропустить этого мальчика. Кто там мне писал, что я его пропустил? Я до него просто не дошел. А жаль, милый паренек был, судя по письмам. Воспитанный. Образованный, судя по схемам радио. Для своего возраста, конечно. Сколько ему там, 12 лет было? По сюжету. Отец, получается, так об этом и не узнал, раз тело до сих пор здесь. Каковы бы взаимоотношения их не были, наверняка бы он тело забрал. Ух, нифига себе, где я вылез. Это, знаете, прям как в Скайриме, там всегда выход около входа, только как-нибудь в недоступной плоскости для игрока расположен. Чтобы нужно было только выйти, невозможно было попасть сразу в конец пещеры. Ладно, поехали домой. Сейчас расскажем еще Делайле о том, что увидели. Послушаем, что она скажет. Делайла, кстати говоря, тоже какая-то темная лошадка. Есть подозрение, что она не договаривает что-то. Hey, D. There you are. I've been worrying my ass off. Hey, you, might want to take a seat. I've been sitting this entire time. I'm almost always sitting. What's wrong? The only thing in the cave was a body. A body? God, what a mess. Delilah. It's Brian Goodwin. You gotta be fucking kidding me. How does that... What? I don't... How? Climbing, I think, or made to look like a climbing accident. Mm-hmm. I think that's just what it was. I mean, he was probably exploring the cave and maybe his rope gave out. But whoever locked me in there probably didn't even know about him. What do we do now, D? I mean, are you okay? No, I'm not. He'd be alive if I had told someone he was out here.
I don't know where he'd be, but I can assure you it would not be rotting at the bottom of that cave. There's nothing to say. Hike back. I think we're leaving tomorrow anyway. Делайлу видеть совершенно не обязательно, это ж другой образ. Это просто как коллега, партнер. Да, может быть, даже голос в голове не раскрывает. You see that plane? No, I was just busy packing up. Well, there's gonna be a lot more. The service says this thing is 2% contained. Well, is this the June fire or the site fire? Or... Well, the two fires merged into one unmitigated disaster. They're renaming it after my lookout. You about packed up? Shouldn't we talk for a sec? You know, about things? About what? Меня смотрят обычно от 0 до 30. About how all this stuff is connected. The surveillance, the Goodwins, Brian's death. Look, I don't know what to say, okay? It's like the universe cooked up the cruelest thing to have happen. Does it connect to everything else? I don't know. I don't know if I even want to. Of course you do. There's got to be a reason. Does there? Maybe. Maybe not. I wouldn't even know where to begin. Well, fuck. For starters, I guess you could find the source of that signal. Holy crap. Yeah. Oh my god. We don't know what it is. It could be nothing. Yeah, it could also be whoever was listening to us. Whoever made the tape. Okay. Yeah, look, you should pack up everything you need in case we get the call and you can't come back. All right, look, if something happens... I'll remember you. Oh, well, that's nice. Опять ловим какой-то сигнал. Непонятно где. Сколько? Так я же сказал, от 0 до 30. Я не самый популярный стример. Далеко. Но зато каждый день можно делать больше и больше. Может быть, когда-нибудь. Короче, куда нам топать-то? У меня реально ощущение, как будто я играю в Чужого против хищника. Может быть, помните? Во вторую часть там что-то похожее было. Тоже какая-то буря. Ты идешь с датчиком чинить какую-то трубу. А в итоге тебя пытаются сожрать. На Руби Ривер. А может быть, кстати, эти снегокаты принадлежали как раз-таки отцу и сыну Гудвином. По времени как раз совпадает по разложению тела, по тому, что они там черт знает когда разбиты. И лежат они примерно где-то там, куда меня сейчас ведет этот сканер. Хотя какая разница, кому они принадлежали? Может быть, в этом вообще нет никакого смысла.